только в Альфа-банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Полярная станция мыс Челюскин расположена на побережье полуострова Таймыр, в 1,5 километрах от крайней северной точки материка Евразии, мыса Челюскин. Карское море смыкается тут с морем Лаптевых. На краткое время оно освобождается ото льда. Северным морским путем проходят здесь и грузовые суда, и военные корабли. Идут они проливом Вилькицкого, и в хорошую погоду с возвышенности за этим проливом можно разглядеть остров Большевик, архипелага Северной Земли. Берега в районе станции низкие, с незначительными возвышенностями, которые местами круто спускаются к морю, образуя мысы с многочисленными бухтами. Окружающая местность – холмистая арктическая тундра. Высота холмов не превышает 30 метров. В 6 километрах к востоку от станции в море впадает река Серебрянка, образуя при впадении живописный каньон. Мерзлота растрескивает почву, и тундры здесь полигональные, рассеченные, будто расчерченные на правильные геометрические фигуры – 5-6-угольники. Можно сказать, арктическая пустыня, так как растительность не образует здесь сплошного покрова. И растительность скудная, в основном это мхи, лишайники, осоки и злаки. Почвы глинистые, каменистые. Вечная мерзлота залегает неглубоко от поверхности. Летом она оттаивает и превращает тропинки в грязь. Поэтому ходить здесь стараются по деревянным настилам. Объединенная гидрометеорологическая полярная станция мыс Челюскин была открыта в сентябре 1932 года. Потом она неоднократно меняла свои наименования, как только не называлась, и обсерватория, и радиомедцентр. В январе 1983 года полярная станция мыс Челюскин переименована в станцию имени академика Федорова. На ее территории, кроме самой полярной станции, располагались приписанные к ее составу управление полярной авиации, обслуживающее посадочную полосу, персонал маяка и туманной станции, обеспечивающие прохождение судов по Северному морскому пути, а также метеостанция и синоптическое бюро, без которого были бы немыслимы регулярные полеты авиации. В 60-е-70-е годы на станции зимовало около 100 человек, в 80-х проживало до 200 человек, жили и семейные, поэтому здесь был даже детский садик. Основной поселок состоял из 5 жилых и 5 служебных зданий, 5 технических объектов, 5 складов, здания скотника, центральной котельной, бани, столярной, мастерской и гаража. Сейчас из старого поселка действует лишь двухэтажное отремонтированное здание, да и то не все помещение, в котором, впрочем, есть и баня, и гараж, и мастерская. И, собственно, здание метеостанции с радаром на крыше. Раньше сюда приезжали лет на 5. Обычный срок договора. Заработки высокие, отпуск 2,5 месяца в году. И был смысл поработать на севере, чтобы потом пожить на материке в хорошей кооперативной квартире, в хорошем городе, на выбор. Сейчас же здесь живут и работают, наверное, романтики. Во всяком случае, начальник метеостанции Дмитрий Бодров точно из их числа. Дмитрий с детства мечтал стать полярником. Решил съездить на Челюскин на год посмотреть север. И вот уже 13 лет не может отсюда уехать. Люди на севере совсем другие. Здесь нет дикого эгоизма. Все помогают друг другу. Больше честности и открытости. Осталась взаимопомощь. А к суровым пейзажам и длинной полярной ночи Дмитрий привык. Итак, я на полярной метеостанции мыс Челюскина. Сейчас здесь живут и работают 4 человека. Если отвлечься и пофантазировать, жизнь на метеостанции чем-то схожа с жизнью на корабле.
На старом, видавшем виды паруснике, прокладывающем путь в суровом Северном море. Ледовитый океан, море Лаптевых. Оно шумит совсем рядом, и йодистый запах водорослей висит в воздухе. Гудит ветер в оттяжках антенн, как в вантах мачт. Здесь очень сильные ветра, а осенью чисты туманы, моросящий дождь. И резко меняющаяся погода, когда вдруг покажется солнце сквозь низкие слоистые облака и осветит спины белух, что подошли почти вплотную к берегу. И вдруг понимаешь, что это не барашки утихающего шторма, это море белух, целое стадо китов, и можно разглядеть их покатые спины и даже фонтанчики из дыхалиц. Есть здесь и опасности. Вполне реальные белые медведи могут появиться тут в любой момент и очень неожиданно. Так что личный состав всегда ходит с ракетницей, охотничьим ружьем или карабином. Вахты, смены дежурства по наблюдению за погодой – все строго по расписанию. Срок – так называется время сбора и подачи метеоданных. И ничто не может помешать этому делу. Срок через каждые 3 часа, круглосуточно, в 10 утра, час дня и так далее. Без выходных поочередно работают на сроках метеорологи. Один днем, другой ночью. Через месяц время дежурств меняется. 2 аэролога 2 раза в сутки запускают в небо метеозонд. Начальник метеостанции Дмитрий выполняет работу аэролога. Я пошел запускать. Тут смоченный, не смоченный. Понятно. Короче, 0,7. Там подгони где-то под 74. Хорошо. Оболочки с водородом. Ну, там газогенераторные баллоны, от газогенераторщик приходит заранее. С помощью химической реакции водород добывает и готовит оболочки, надувает. Александр. Метеоролог. Ну да. По совместительству. У нас сейчас люди в отпусках все, поэтому приходится за 3 работать. А эта веревочка определенной длины должна быть? Или... Ну да. Мы 7 метров обычно делаем, потому что у нас ветра сильные. Здесь больше не получается. А что показывает этот зонд? Для чего его запускают? Температуру, влажность, направление ветра, скорость. По изменению координат. Все, готово. Что я забыл сказать? Ну все, я готов, Шурик. Запускай. Принял. Все, пошел. Полетел в просвет. Может появится там облако. Нет, мимо летит. Пока 200 метров. Там надо высоту облачности определить. Мы смотрим, когда в облако попадет, скроется. А почему тогда он белый, а не яркий?
Лучше видно было бы, Не знаю. как Ну, строится. он как бы не для этого, в принципе, предназначен. Этот шар, да? Да, это мы просто так, у нас эти датчики не работают высоты облачности, мы поэтому по зонду пока смотрим. Нет, мимо нижнего яруса пошел. Принял. 35 километров вверх. 35 километров вверх? Да? Так высоко? Да. До 38 у нас даже долетал как. До 39. Но высоту определяется с помощью локатора, путем скорости прохождения, времени прохождения сигнала. А температуру и влажность он передает телеметрии. То есть измеряет, там датчики стоят температуры и влажности. И он закодированным сигналом передает на компьютерном. Сколько раз в день вы так запускаете? Ну, 2 утром и вечером. Значит, запускать можно только вдвоем? Ну да. На конкретной вот этой системе Marl вдвоем. Здесь надо, чтобы один запускал, а второй одновременно пуск. То есть сначала измерение нажал. А вот есть там на основе GPS, то там, в принципе, можно и одному запускать. Сегодня такая погода, что может показаться, что у вас тут на мысе Челюскина курорт просто. Такая погода далеко не всегда, конечно. Сегодня повезло просто. Вот пока температура, минус 8, влажность, вертикальная скорость 5 метров в секунду, высота 2 километра 153 метра и дальность наклонная, угловая. Это вот сейчас данные, это по высотам. одного запуска, да? Да, вот 500 метров, километр, 1,5 километра, вот сейчас он на 2 километра летит, вот он показывает данные. Данных с одной точки недостаточно. С нашей надо как бы несколько точек, они уже на основании там как бы нескольких, то есть данных с нескольких точек уже какие-то прогнозы надо делать. А где здесь еще ближайшая метеостанция? Диксон, Тикси. Далеко. Кабинет метеорологов. Правильно я говорю? Да. А вы что смотрите? Метеоданные. Получается, там этот метеорологический автоматический комплекс стоит, сокращенно АМК. Вот. И, короче, данные все сюда передаются. Вот, почва, температура, влажность. Есть запасные приборы, вот барометр, М63, М1. Это ветер, это давление. Мы проверяем приборы, конечно, чтобы там собаки не прыгают, бегают, они везде лазят, там, чтобы целые были. Так проверяем частенько, а вот в основном ходим там, когда срок у нас. То есть раз в 3 часа? Срок, да, раз в 3 часа получается, вот, и за смену 4 срока. Перед каждым, между сроками там еще там через 1,5 часа, потому что там есть еще актинометрические приборы, которые надо постоянно поправлять. Никакие тут наблюдения идут. Да, тут стандартные там среднюю температуру воды, воздуха. Это плотность мы сюда записываем. Это вот для записи ледовых наблюдений. Есть специальная вышка, она 15 метров, по-моему. На нее надо залазить и оттуда смотреть. Вот. Ну, мы смотрим там с крыши здания. А зимой тут льда дофига, тут припая, волнения нету, и поэтому мы даем лед. Ну, зимой понятно. Также вот есть дрейфующий лед, тоже поросистость, разрушенность, там направление, куда он дрейфует, заснеженность, загрязненность, сжатость его, ну как он плотно там друг к другу. Ну вот. Главное не разбить. Не-не-не. Сколько? Максимум 100 миллиметров осадков. О, меряется вот такой стакан. Надо же. Вот это да. Ну потом делится на 10. Здесь у нас проба моря, плотность. Вот как раз тут мы и меряем, а туда записываем. Ну, а это, я догадываюсь, это высота снежного покрова. Ну нет, не совсем это уровень. Это фудшок мы ставим, вот надо новую рейку рисовать. Фудшок? Да, фудшок на припае, короче, это. Ну для измерения уровня моря, опять же. Метеоролог Александр проводит мне небольшую экскурсию по метеоплощадке. Актинометрический прибор. Какой? Это актинометрический. Это этот балансомер.
Вот эта рейка, вот она вот первая, вон там вторая, и вон там третья, это снегомерные рейки. Вот. Это у нас глубина вытяжные термометры. Достаем, короче, вот примерно вот это 20 сантиметров глубина. Вот температуру, и тут по шкале смотрим. Вот 20, 40, а там 80. А ведь это та лампочка, которую я вчера увидела, наверное. Ну скорее всего ее, да, она у нас постоянно горит. Вот она меня привела к вам на метеостанцию. Ну вот это вот, например, вот гелиограф, вот, про который я говорил, вот этот шар. Тут у нас там продолжительность солнечного сияния, он измеряет это, ну вот такой вот небольшой вот прибор с шаром. Прожоги на ленте есть. Лента гелиографа. Солнце, короче, на этот шар попадает, и вот с обратной стороны он прожигает ленту. И мы считаем по ленте сколько. Всего тут 8 часов. Получается, до 7 сентября мы вставляем 3 раза эти ленты. А когда здесь солнце уже касается горизонта первый раз, я вот этот момент не заметил. А вот я пока еще не знаю. Забываю, раз в году бывает. На этих станциях, блин, из-за того, что это мало общения, можно вообще склероз получить. Ну вот реально, вот просто мало общения. Вот там планшет, марля. Вот. Ну, на него седает всякая грязь, короче, которая летает в воздухе. Потом мы пакуем вот эту марлю, сворачиваем, и в управлении там уже. Ну, это вот как раз запасной инструмент, если у нас АМК выйдет из строя. Это, в принципе, вот раньше только такие были Да, раньше вот метеостанции, да? этот, да. Третьякова. Осадкомер? Третьякова. Вот как раз вот этот вот колпак, ну, я имею в виду вот это ведро осадкомерное. Ага. Вот это защита от ветра. Это вот напоченные термометры. Вот 3 термометра напоченных. И вот это датчик, короче, этот от АМК идет. Тоже, ну, что, рейка, ну и в принципе все. Зонды вообще запускаются одновременно по всей планете, вот в одно время. Сейчас, грубо говоря, нулевой срок, это по всемирно скоординированному времени, гринвичскому. И по всем станциям, по всей планете одновременно запускаются зонды. Вот, чтобы вот, цельную карту можно было рассчитать по всем высотам, ну и стандартные изобретательские поверхности. И вот по ним вот эти вот слои по всему миру рассчитываются. Марина, метеоролог и по совместительству повар. Так, ну все, да? Это последний. Если бы. Ну да. Евгений на метеостанции работает аэрологом. А откуда на метеостанции свежие яйца? Ну, мы заказываем, привозят там, кто летает, если кто-то мимо нас заказывает. Да, атмосфера на метеостанции домашняя. И вот Марина старается создать такой уют. Всем здесь на дни рождения дарят подарки по душе. Вот Марине подарили маленькую тестомешалку. Духовки, пироги и хлеб, да? Да, хлеб. Хорошая хлеб. духовка. Ну, более-менее нормально. Маленькая, только маловато. А обычно сколько народу? Ну, 6-7 человек. Ну, когда полный все. Сейчас все в отпусках. Но он еще не готов. Так, по-быстрому.
всякие консервы. Будем варить. Щи. Посмотрим. Баночка так баночка. Так одной рукой не вытащить. Картофель. Тут еще капуста. И масло вот в таких вот консервных банках сливочное. А этот сыр уже долго хранится, может быть, уже и не очень. Сейчас будем нюхать. Так. Да нет, вроде. Ну, нормально, нормально. Вот такие картошки. Капуста. Завоз продуктов на метеостанцию происходит раз в году. В конце лета сюда приходит экспедиционное судно «Михаил Сомов». Причалов на станции нету, и разгрузка осуществляется с помощью вертолета. Два раза в сутки в любую погоду производится забор морской воды. В 2 километрах от метеостанции на мысе Челюскин сейчас работают строители. К ним осуществляется завоз на небольших судах. Для разгрузки используют баржи. Но в волнении сходни не спустить. И суда ждут хорошей погоды, отстаиваясь в бухте. Старая метеостанция, здесь дом был жилой. И здесь же рабочее помещение было, аппаратов всяких. Ух ты, это до какого года здесь? Это, я не знаю, при мне не было. Это Дима еще там жил. Когда они приехали сюда на эту станцию, они здесь жили. То есть 12 лет назад она еще работала? Да. На каждом доме здесь лестницы, ведущие на крыши, и деревянные площадки с оградой на коньке. В любой момент можно залезть и спрятаться от белого медведя. Море лаптеров. А что нужно сделать вот сейчас? А? Что вот сейчас нужно сделать? Температуру померить. Ну, меряем здесь, потому что так не померить нигде. А здесь накат и вода одинаковая. Поэтому здесь меряем. Ну,
Или набрать воды на соленость, на плотность, движение направо. На соленость и плотность, да? И какая температура? 0,6. 0,6? Да. А вам надо высоту наката отмечать? Или такие? Не, мы не отмечаем. Только высоту волны вообще? Да, да. И какая сейчас высота волны? Не знаю, надо по ветру смотреть еще. Будете смотреть? И с секундометром высчитывать, да. Белые медведи – нередкие гости на метеостанции в конце лета. Когда льды отходят далеко от берега, медведям трудно добывать себе пищу. Ну вообще, совсем рядом. Вот он. О, в конце дорожки. Да. Что ему передать? Я не звали, иди отсюда. Так пойдет? Давай сюда. Давай. О, испугался все-таки, нас много. Но он скорее мог среагировать на шум металлический. Что-нибудь звякнуло. Вот я на крыше работаю, где радар в этом шаре. Вот сама метеостанция. И вот они, медведи, на подходе. Собаки их пугали, но что-то они все равно сюда идут. В сторону метеостанции. Молодых медвежат могут съесть взрослые самцы, и медведицы стараются прятать детенышей от самцов. Это еще ничего, они сейчас далеко. А вот Дмитрий рассказывал, как как-то медведица жила у них в 20 метрах от крыльца станции с двумя медвежатами. И в таком соседстве люди и звери прожили месяц. Медведица не пускала малышей к полярникам, отгоняла от собачьих мисок. Есть медведи, нет медведей, но работа регулярно идет. Раз в несколько дней происходит накачка шаров, который запускает зонд. Ага. Чтоб не обломился медведь, всегда надо хорошо закрывать дверь. С горячей водой для заливки, для реакции. Ковшики, перчатки. Оболочки лежат. Как часто происходит зарядка шаров? Да, грубо говоря, каждый день. Каждый день, да? 2 выпуска же производится. Пол-7 утра, пол-7 вечера. На каждый выпуск по одному шару. Из 2 баллонов примерно 2,5 оболочки выходят. Вот такие. А это что такое? А вот шары сами. А, это Оболочки. сам шар. Да, в таком виде. Ага. Раскидываем. Кто-то в детстве мечтал стать продавцом мороженого, кто-то надувать шарики. И вот профессия газогенератор. Ну, даже это не профессия, как можно назвать специальность? Да, как профессия, почему бы и нет. Профессия? Как Да. называется? Газогенераторщик. Ага. Сейчас открываю клапан.
Ну, от времени года зависит, сколько накачивать. Например, летом мы накачаем до такой высоты, чтобы поднимался именно. Зимой меньше, так как на высоте температура меньше, он лопается. И меньше летает. Нам надо как можно больше прилететь. Все, вот накачали, сейчас завязываем. Второй также. И сколько остается водорода в третий. А вот в этот баллон, которым накачивают, это чем накачивают и как это все происходит? Ферроцилиций, натрий, алюминий в пропорции. Пропорция вот нарисована, не знаю, будет видно или нет. Клетки натрий 850 грамм, вода 4 литра, алюминиевый порошок с ферроцилицием 1250 и вода опять 2 литра заливается в конце. Все это закручивается, ожидаем, пока остынет реакция. Зимой это час-полтора, в летнее время 2,5-3 часа, чтобы горячим паром не накачивать, так как он конденсируется. И на какой узел завязывается? Да, как можно лучше. Раз узел, например. Два. Ну и третий. Снимаем. Вот тут у нас гвоздик есть. И на гвоздик. Еще одну головочку берем. Все? Нет, еще. Он еще не поднялся. Примерно такого расстояния. Чтобы носаться это поднялось. Шарик в тальке хранится, да? Да. Вот здесь белый. Это специально, чтобы вода не оставалась. Потому что бывает, когда во время дождя запускаем, на нем вода, он выше поднимается, там отрицательная температура. Он обледеневает и либо лопается, либо просто не хочет дальше лететь. Бывает во время сильного ветра датчик об землю разбивается. А вот всему этому ты научился здесь, на метеостанции, или ты заранее учился? У нас в техникуме как бы объясняют, что и как делается. А так, практики там не было никакой. Обучили уже здесь. Ну, здесь ничего сложного, главное с пропорциями не переборщить. Потому что иначе вырвет предохранитель. Здесь находится медная, серебряная пластина, которая, когда баллон больше 90 градусов, давление больше 90, он взрывается. Ну, как предохранитель идет. Серебряный — это именно тот металл, который для этого. Чтобы не заискрил. Это же водород. Он от малейшей искры воспламеняется. Понятно. А какой техникум ты закончил и где? И Иркутский гидрометеорологический техникум, город Иркутск, закончил в 2020 году. По распределению поступил сюда. Все, сейчас открываем баллоны, чтобы их промыть. Заливаем воды для промывки. И повторно выливаем. И оставляем в таком положении, чтобы оно остальное достигало. Сейчас вылив.
Вода хранится здесь. Ну, это снег мы набирали еще по зиме. Это для промывки? Ну, это чтобы горячую воду заливать, чтобы для реакции. Плюс у нас на улице вода, мы также снег таскали, заготавливали. А зимой это все замерзнет? Не, зимой мы сразу снег в горячую таскаем. А вот когда уже весна была, когда снега мало было, мы, так сказать, на лето заготовили воды. Вот нам хватает до конца лета. Понятно. Весы для пропорции. Тут натрий. В таком виде. Ну это соль, нет? Нет, это натрий. Просто натрий. Не натрий, хлоронатрий, ага. Ну, едкий натрий. Едкий, ага. Ну, ферросилиций, алюминий. Алюминий. Здорово. Выливал. Ты здесь научился печь хлеб? Да. Ну, точнее, нет, на прошлой станции, но вообще на станциях. Да на станциях все хлеб пекут. Чтоб свежий всегда был. Хочешь поучаствовать? А какой рецепт теста? Жека, давай. 2 ковша воды, вот этих вот. Столовая ложка соли, 2,5-3 ложки чайных сахара, ну, дрожжи, 4 чайных ложки. Я добавляю. Сухие, да? Да? Вот в пакетиках, которые продаются. Все? Больше ничего. Ну и частичку души, конечно же. Этот ковш на 2 литра делает. Ну, литра 4 получается. Или нет? Ты емкость давно ходил, смотрел? Воду. Да, вот тогда, потом еще раз я ходил, смотрел спустя. Я честно не помню. Ну, меньше где-то. На дне столько. Прилип. Бывает такое, да. Хорошо поднялся. У нас тут самый большой профессионал по хлебу, это Марина. Только и по бокам немного зажаристый. Главное, чтобы внутри он мягкий был. Пропекся.
Они-то ездили, они уже, ну, уже снег был, лед, они уже поэтому по твердому грунту. А эти-то, видишь, они 100 метров не могут Не, отъехать. на ГТС-ке там проехал. Мы в прошлом году в такое время с Максом ездили. Там Богом набирал. Только в Альфа-банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Без транспорта в окрестностях метеостанции тяжело. И Дмитрий приобрел для хозяйственных нужд квадроцикл. Здесь, в тундре, в окрестностях, это самое подходящее средство передвижения. Когда тут грязь замерзает? А? Когда тут грязь замерзает? Я думаю, в сентябре уже, в конце сентября. По-разному. Известно. В этом году лето холодное, в принципе, может пораньше. На солнце поставить, чтобы посушили. Добыча воды, как питьевой, так и технической, происходит из соседнего небольшого озерка. Шланг, через него качается вода. Вода для питья вставляется в бочки, черпается ковшиком. А в раковине вода уже просто не отстойная, а теплая. Согревается прямо. Слив прямой. Бак с водой. А запас топлива хранится в этих больших цистернах. От них идет трубопровод к морю. Когда придет Михаил Сомов, то будет произведена закачка топлива. Дождь ли, снег, туман, в любую погоду производится смена осадкомерного ведра. Там гелиограф. А это что за прибор? Пиранометр. Это за солнечной радиацией вот наблюдение. Вот эти пиранометры, балансомер. Вот. Актинометр. Сейчас набери. Тоска по родным запахам. Вереск. Вереск. Ой, любой дым пахнет. А ну? О, чувствуется. Вереск из Бурятии.
Ну какие вот скорость ветра тут бывает массово? Ну, 32 метра в секунду. Больше не было, по-моему. Ну, 32 мы не запускаем, конечно, это невозможно запустить. Самый максимум, вот, что там, при 23 метрах в секунду можно запустить. И то это быстро выскочить, выкинуть. Веревку покороче делать. И все, как получится уже. Ну, бывает, разбивает, конечно, об дом, еще что-то. Низко летит. Работа с видом на море Лаптевых. В жилом здании у каждого работающего здесь своя комната. В доме несколько дверей. Закрыты. Антимедвежьи запоры. Вот такая пружина, такой засов на пружине предохраняет здание от того, чтобы медведь белый случайно не проник снаружи сюда внутрь. Медведь не зайдет. Большая комната в жилом здании, это кают-компания. А он нас чует. Ветер-то от нас. А ведь метеорологи каждый день ходят вот по этим вот дорожкам, которые здесь. Идут смотреть, мерить температуру воды в море. Дмитрий с Мариной уже близко. Он идет навстречу. Чтобы еще скушать, думает он. Ну, наконец-то, уже с какой-то там, я не знаю, 5-й или 6-й ракеты, наконец-то он начинает покидать территорию базы. Не видно. Такое впечатление, что где-то рядом, потому что если бы в тундру ушел, было бы видно. Да он за бочкой, скорее всего. Вот, бочки совсем рядом. Где-то там, наверное, прячется. Скорее всего, как вариант. Че, это 3-й раз приходит? Да, Зараза. За последний, не знаю, что 12. С разных сторон все время обходят станцию. То с одной стороны зайдет, то с другой. А дробью в задницу не стреляли? Да нет. А Это чё? в крайнем случае, Да? зачем портить шкуру. Так ракетницы прижечь можно, конечно, чуть. Да, суровая у вас тут служба. Ну да. Да сейчас вперед там нужно, сейчас много просто. То один, то другой придет. И один я вашу По расписанию как-то мусор сжигается. У нас типа Ребята работают здесь еще и разнорабочими. По полмесяца меняются Раз в 15 на этом дежурстве.
Не будет. Работа на станции идет размеренно, своим чередом. Выпуск метеозонда, как маятник часов, листает дни календаря. Я шпелюсь. Туман поднялся, на море волны, но пришли белухи. Мы приехали к леднику, где хранятся запасы мяса, что привозится раз в год. Маленько, не выпустил. Можно снимать этот фильм типа «Сталкеров». Да, у меня тоже постоянное ощущение, что мы идем по зоне сталкеровской. Куда? Я не пойму, замок делся. Странно. Медведь ломал, что ли? Свежий. Это он грыз даже? Я не видел, лапой. Но он свежий, видно, что недавно отломан. Да. Ну, медведь ломал. Фонарь старый обломал. Вот. Пытался выгрызть. Вот это да, недавно совсем, да? Да, замок, тут замок висел, просто накинут был. Так может там уже и нет ничего? Дверь закрыта. А может там и медведь сидит, закрылся. В засаде. Куда замок делся? Прежде чем открыть вторую дверь, надо эту закрыть. Это уже непосредственно ледник. Ух, ничего себе! А, я думаю, это кубики льда. А? Я думаю, это кубики льда. Это одеяло, чтобы предохранить. Ну, она красивая здесь. Сейчас же сюда потеплело уже, смотрим, капитально. К концу лета.
сколько же здесь градусов? Сейчас только 2 градуса. Минус 2. Сейчас к концу лета уже тепло, отмораживается, утепляется он. Там тем более несколько трещин есть. Надо ремонтировать. Капуста квашеная, смотрю. А? Капуста квашеная, да? Чем еще полярники снабжают? Курица. Курица, колбаса, все такое. Сало. И вот это все на год, да? Завозят. Ну да. Так. Лимоны или еще что-то. Вот красиво, вот с этой. Прям ромбиками. Шестиугольниками. А это наоборот ветками. Царство снежной королевы, да. Вообще красота. Прям грибками растут. Шестиугольными. Так, надо что-то закрыть. Вообще летом очень грязно здесь. Очень грязно. Постираешь, один раз выйдешь и все, и опять весь вот такой. Только пустая, чтобы мне не мешало. Плохо греется. А какая у вас норма по продуктам на человека? Вот вас снабжают на год, да? Вот. У нас паёк на каждый вид продуктов, там есть своя норма. Я сейчас не помню, бумаги иногда. После сильных ветров, после шторма море нагоняет вот такую пену. Казалось, еще совсем недавно стоял полярный день, и вот уже сейчас, к концу сентября, очень резко начинает темнеть. А вот сейчас темно, а как вот ты один ходишь на берег в темноте, не страшно? С фонариком, собак зову. Ну, собаки бегают, конечно. А ночью встречал когда-нибудь медведя, ну, когда идешь мерить температуру воды у моря? А я не помню. По-моему, нет. Вот так же прям ночью.
Нет, по-моему, не встречал только там, когда день, вот, либо когда светло, это 24 часа было. А зимой уже не надо ходить? Ну, температуру-то мерить Надо. или как? Надо, там по толщине льда, короче, мы смотрим, снег пилим, короче, и наполняем снегом. На площадке свет зажигается только вечером, когда ты выходишь на вечерний срок, да? Ну, я так зажигаю, просто я не вижу смысла, когда светло там, с 5 утра сейчас, с 4:30 утра и до 7 вечера. Так. Я включаю, когда темно. После срока Александр идет генерировать газ для шаров для метеозондов и показывает мне этот процесс. То тепло, там у нас теплая вода. И холодная. Чтоб бодяжить, перемешивать. По технике безопасности газогенерирование надо проводить маски, да? Ага. Остается, когда опускаем, все стекает. Вот, а зимой еще. Ну, вот сейчас минуса, примерзает это. Вот через 1,5 часа приди посмотреть, как тут. Вот, короче, это типа на период, пока снега нету. Вот эта вода, да? Да, вот это вот вода. Вот, когда снег будет, то уже будем снег перетаскать. А там, короче, емкость. Я потихоньку таскаю. Там каждый день по 100, по 150 литров. Ну так вот. Вот эта 50-литровая бочка, вот там половину набираю, чтобы не тяжело было. А то слишком тяжеловато полностью таскать. Ну вот так потаскал там несколько раз. Вот, залил там в горячую, в холодную. А так, наверное, опасно. Вот в глаза попадет и плохо будет. Сияние севера во мгле. Ночью выпал снег. Сентябрь перевалил за половину. Но это еще не окончательный снег. Настоящая зима еще впереди.
Дом-то здесь был на славу. Да, свинарник. Здесь на остатках сена могут еще медведи укрываться. Уже заполонили мемы с бразильским лидером. Появились новые детали в скандальном деле об афганских переводчиках. Минобороны Великобритании подтвердили свою ошибку и изменили за слив данных сотрудников. Да, быстро сменяется осень долгой полярной зимой. И не узнать ступеньки, дощатые настилы. Но тепло, как будто не зима пришла. Потому что солнышко и нет ветра. А? Ты на лифте говоришь. А я сейчас переоденусь, зайду. Поэтому долго. Где рэпер? Рэпер где-то там. О. Там, короче, труба из земли торчит. Биологи. Нет, ты Макс имеешь в виду или нет? В тундре вбиты репера, отметки высоты над уровнем моря. Она нам в телеграме написала 3 рэперов, Дим. И раз в году производится измерение этих уровней. Не изменилась ли высота, не сбилось ли там что-нибудь. 49-52. Че, Салта, иди туда, на тот рэпер. Куда иди, жулик? Надо было подушечку под желтый какой взять. Покажите, где там рэпер, кто там помнит. Вот где бочка. А, вот он, вот. Прямо. Вот бочка, видишь? Почему? А камень-то вон он. Ну вот около дома. Вон я отсюда вижу. А что вот ты сейчас показываешь? Рейку на рэпер поставил. Какая цифра где будет? Ну вот на рейке, куда вот по этому прибору попадут, по этой трехноге. Уровень моря потом смотрим. Там двигались они или нет, эти репера. 51-21. Давай на катушку, Шулик. Let's go назад. А там 50 написано, это что? 73-32. 51 точнее, где? 51, короче, вот тут, в самом низу, да? Все равно так сахар чувствуется. А как называется вот это вот блюдо? Ну, это этот, зефирки, типа маршмеллоу. Я, короче, в кофе добавил, и там типа вот эта пенка была. Изредка на мыс Челюскин прилетают вертолеты, и тогда знакомые привозят полярникам свежие овощи и фрукты.
Да, зимой в основном до минус 40 доходит, там бывает там, ну, минус 38-39, вот. Без ветра, там с ветром бывает минус 35, минус 33, там ветер 7-8 метров. Холодновато, короче, с ветром. Без ветра вообще вот выходишь вообще так хорошо, просто свежо. А вот с ветром, конечно, фигово. К концу сентября на станцию должен подойти Михаил Сомов судно-ледового класса. К приходу Сомова нужно приготовить трубопровод. К нему будет идти накачка топлива на будущий год. Запас будущего года. Продырявили? Погоди-ка. Вот старые бочки выполняют функцию поддерживания трубы, чтобы она не лежала просто на земле. Иногда может показаться, что мы находимся не на полярной метеостанции, а в каком-то ресторане. Это просто фантастика. Какой уют создается здесь. Это что ты готовишь, Мария? Суши. А вот и наступило время прихода Михаила Сомова. Он идет из Архангельска Севморпутем и заходит на все полярные станции. 29 сентября. На метеостанцию после отпусков прибыла новая смена. Выгружается продовольствие, новое оборудование. Для разгрузки вертолет делает несколько рейсов. В этих контейнерах все основное продовольствие на целый год. Ну, исключая овощи, которые разгружаются отдельно. Побольше набирать. На год полярной станции полагается одна вот такая упаковка сока, пачка. Основное продовольствие — это крупа, сахар, мука. В основном на станцию завозятся сухофрукты, чтобы варить компот. Каши. Свежие овощи. Дополнение к 2 контейнерам продовольствия. Что, Саня, остаешься тут еще на сколько? Да, я не знаю, на 7 месяцев, где-то так, на полгода, 7 месяцев.
В ледник закладывается новая партия заморозки. Сомов будет стоять в бухте около 2 суток, пока идет разгрузка, монтируется новое оборудование, прокладывается труболиния. Здесь кончается трубопровод. И надо бросать, делать шланголинию до корабля, чтобы качать солярку. Шланголинию крепят с помощью вертолета. Протягивают с помощью вертолета. Нужно подвести шланг к концу металлического трубопровода, который лежит здесь, на земле. Чего он цепляет? Это не раз, скорее всего. Часто приходится крепить шланголинию? Или это редкий случай? Каждый раз. Бочки подготовили. Все, дело сделано. Теперь топливо пойдет по трубе, наполнит бочки, и дизеля будут работать на целый год. Хватит топлива. Дизель. Какого же года он выпуска, интересно? А тут написано, должно быть 26, 84, 08, но он не такой старый. То есть это еще не с советских времен? Это Нет, недавно? скорее всего, но я не знаю насчет этого точно. Может, маркировка не родная. Генератор. Генератор 2016 года. Евгений, скажи, вот ты целый год провел здесь на зимовке, ты получил какой-то жизненный опыт, ты доволен вообще тем, что ты здесь работал год? Что ты приобрел за этот год? Да, доволен, конечно, как ты стал на вещи по-другому смотреть, радоваться мелочам, той же там шоколадной конфетки, я не знаю, что еще. Много чему научился. Какие навыки приобрел? Да, с теми же дизелями с работой дизеля, разборка их, какие-то там мелочевки. Не знаю, ну, работа основная, это понятно. Что бы ты сказал молодым людям, которые хотят работать на далеких северных метеостанциях? Пока молодой не стоит. Вот это единственное. Как бы работа не для молодых. Да, жизнь, почему? Ну, жизнь-то проходит мимо. Как бы, а молодость же надо как-то весело прожить, что ли, я не знаю. А здесь веселья нет. Здесь особых забот как таковых-то нет. Здесь все идет своим чередом. Каждый день, грубо говоря, одно и то же. Ну, а какие-то романтические моменты в жизни, там, медведя, я не знаю, вот что тебе запомнилось, чтобы ты никогда не увидел на материке? Да, те же медведи, твердый снег, как асфальт. Как его пилят на пилой электрической, либо бензиновой, чтобы просто растопить воду. Как бы люди, которые живут на большом материке, они даже не думают об этом, не знают этого, что это что-то такое есть. А где бы ты хотел еще поработать на метеостанции? Ну, если в нашей управе, то хотел бы на ЗФИ поехать. Вот, а если вообще, то еще в Антарктиду бы не против.
на какую-нибудь там станцию. На станцию прибыла смена. Александр остается. Евгений уезжает. Но север затягивает, и кто знает, может быть, и он еще вернется сюда.